Слева стоит Родион Косоруков, активист алиутского языка и создатель сайта mimer.su. Справа стоит Василий Харитонов, активист нанайского и мансийского языков, директор Музея истории Новгородского государственного университета. Оба они служат в стране языков. Это крупнейшая площадка, что посвящена языкам России, и притом создана не государством, но организована снизу. Энтузиасты неустанно пропагандируют образцы культуры на языках России, организуют разнообразные школы и фестивали, выступают со статьями о языковом богатстве нашей Родины. Актив проводит и полевую, и социальную работу. Записывает речи в экспедициях, борется за то, чтобы положение малых языков было достойным, а область их бытования ширилась и росла. Деятельность эта, конечно, безумно любопытна. Но возникает множество вопросов – политических, идеологических, культурных и просто человеческих. И все они требуют радикального разъяснения. Если говорить о деятельности именно языковых активистов, а не о деятельности государства, какие вы можете привести примеры из мировой практики, когда именно деятельность языковых активистов, она помогала, в общем, спасти язык, то есть не то, что он не просто не умер, а он, в общем, уже перешел в какое-то достаточно безопасное состояние? Тут, наверное, это связано, что если нет совсем языковых активистов, то и государство мало чего будет делать. То есть, мне кажется, нет прям сложно так разделить, что вот политика сверху, политика снизу. Но просто во многих странах, западных, скажем так, странах, часто, если ты вот языковой активист, ты найдешь себе поддержку. То есть ты такой, я вот хочу заниматься возрождением этого индейского какого-то языка в Калифорнии где-нибудь, и тебе сразу такие говорят, а вот тебе такие-то возможности, такие-то, вот получай деньги за то, что ты оживляешь свой собственный язык по методу мастер-ученик, например, если ты ученик, ты тоже получаешь стипендию за то, что ты изучаешь свой этнический язык. И в этом смысле у нас ситуация несколько отличается, что у нас есть отдельная государственная какая-то такая поддержка, которую сложно назвать комплексной, и есть отдельные языковые активисты, которые что-то пробуют делать. А так, наверное, какие у нас самые удачные примеры? Самый удачный, это сразу мне приходит в голову, это Уэльс. Уэльс, да, там это скорее уже прям государственная политика. Есть саамские языки, где они маленькие, и там скорее держатся все на каких-то конкретных личных историях этих активистов, но там их активно опять же поддерживают. Ты помнишь, в Уэльсе это когда началось дело возрождения языка? То, что конкретно, что касается саамов, могу ошибаться, но вроде они достаточно поздно, в общем, за них взялись, а так, конкретно норвежское правительство, оно как-то их придавливало вплоть чуть ли не до 70-х годов. Я не знаю, я эту информацию узнал от Варга Викернса, она немножко не соответствует действительности. Я тоже не знаю хронологически, то есть я так скорее вижу, как это сейчас происходит. Финляндия тоже за саамов тоже активно взялась. Мне кажется, у финнов вообще был такой период, 100 лет назад финский язык сам не был особо продвинутым языком, и многим, наверное, казалось, что он не может стать языком международного общения, что на нем можно законы какие-то серьезные писать, а финский это скорее язык крестьян, еще 100 с лишним лет назад. И они сами через это прошли, и мне кажется, из-за этого они сейчас с толком подходят к языкам. Хотя, например, карельский язык тот же самый в Финляндии довольно долго гнобили, и не считали за язык. Но сейчас нет, сейчас они активно поддерживают карельский язык, в Финляндии тоже. На протяжении 20 века большинство карелов, они перешли на финский язык, потому что он считался недоязыком, но, грубо говоря, как у нас какой-то близкий к русскому языку считался бы русский диалект какой-нибудь возьми. Я помню, когда фашисты финские захватывали Карелию, они там тоже карельский язык не развивали его, в общем. Кстати, странно, там сразу все финские навязывали, да. Потому что они обычно же нацисты очень здорово были за то, чтобы продвинуть все какие-то даже самые малые языки обычно, чтобы в пику, да, чтобы завоевать доверие, чтобы все такое. Да. Но у меня вопрос такой, есть ли вообще какой-то язык, у которого прям удалось довести, региональный язык, у которого все удалось довести до состояния, когда уже реально все хорошо, все идеально, языковым активистам уже ничего не надо делать, все прекрасно. Да, пусть сейчас он уже как ребенок, которого воспитали, который теперь уже живет самостоятельной жизнью. Нет, вообще в мире. В России, наверное, таких примеров нет. А мне кажется, в любом случае, любой язык малый, который не входит в наш верхний круг такой
языков, так или иначе, они на себя ощущают тяжесть бремени больших языков. Ну, как бы любой малый язык так или иначе требует поддержки, но в некоторых странах, просто самодостаточных, скажем так, странах, что ли, типа исландского, там, норвежского, финского, региональные языки, они всегда под давлением. То есть, если не проводить такую про-языковую политику, мне кажется, что нельзя будет сказать, что они вышли на какой-то прям стабильный уровень. То есть, этим нужно будет заниматься всегда, ну, на мой взгляд. Ваше мнение, с какими языками в России сейчас, из-за языков нацменьшинств сейчас все в целом более-менее нормально, им, в общем, ничего не угрожает, а с какими не очень? Ну, понятно, что языков у нас очень много, скорее регион. Так. Ну, наверное, республиканский более-менее неплохо, хотя от языка к языку разнится. Ну, чеченскому языку, например, мне кажется, ничего особо не угрожает. Но он используется не во всех сферах тоже, ну, насколько я знаю, я вот про чеченский довольно мало. Вот. Ну, и просто языки, которые большие, это татарский. Вот, мне кажется, один из таких самых надежных языков. Якутский. Вот. Ну, если брать Сибирь, то, мне кажется, вот якутский... Ну, тут есть тувинский, а есть якутский. И у них такая ситуация, ну, просто как пару примеров, что у якутского у него более стабильная ситуация, на мой взгляд. На нем много чего делается. Официально говорят политики, на нем снимается крутейшее кино и так далее. И получается, он на таком плато развития. А тувинский, он, в принципе, на нем говорит больше людей, но они этого не научились еще ценить. Они не столкнулись с тем, что вот тувинский язык может исчезнуть. Поэтому, мне кажется, они находятся на такой горочке, но готовы скатиться. Ну, понятно, что у них язык просто не проникает в другие сферы. Ну да, что он воспринимается скорее сельской местностью, что на нем везде говорят, но вот такие тувинцы, которые живут как бы не в Кызыле. А в Кызыле при этом уже появляется молодежь, которая не говорит на тувинском. И некоторые по этому поводу бьют в колокола тоже. У нас по размеру количество носителей, получается, самый крупный. Это татарский после русского, потом чеченский, да, а якутский. Близко? Якутский там что-то типа 500 тысяч. 500 тысяч. Да, там башкирский еще где-то там должен быть. Да, башкирский. Но башкирский у нас не очень. Ну, башкир, ну вот потихонечку вот так вот можно эту градацию выложить. Тут уже просто надо сидеть и перечислять их. Мы пробовали делать эту такую комплексную оценку и так далее, но не доделали пока. Какие из языков России в своем регионе у нас или когда-нибудь были, ну, так в недавнем прошлом, или до сих пор являются языками межнационального общения? Я слышал про якутский такой пример, что многие малые народы Якутии между собой сейчас общаются по-якутски, а не по-русски. Да. Есть ли еще такие примеры? Ну вот Якутия — это хороший пример. В Якутии все, скажем так, не русские, они действительно говорят на якутском языке. Ну, даже вот по переписи, если посмотреть, там где-то 2500 русских говорит на якутском языке, но у меня такое подозрение, что это в основном старожилы Якутии, именно русские. Вот. А получается, юкагиры, и вены, и венки, они все говорят по-якутски. Вот, то есть это для них такой, обычно, если для других языков ты говоришь о языковом сдвиге и переходе на русский язык, то там обычно это переход на русско-якутское двуязычие. Ну, конечно, Дагестан. Аварский, даргинский, крупные языки Дагестана — это вот языки лингва франка, и опять же языки, в пользу которых иногда люди переходят. То есть для малых языков Дагестана, если еще недавно, там, не знаю, лет 10 назад, наверное, особо не говорили, что в Дагестане тоже языковой сдвиг происходит. Чаще говорили, что, ну, по крайней мере, в Дагестане все хорошо. То сейчас вот появляется исследование, что нет, там тоже происходит языковой сдвиг. Вот, в пользу русского и, возможно, одного из языков крупных дагестанских. Что у нас еще? Ну, татарский язык в Татарстане может быть языком межнационального общения, потому что в Татарстане есть еще... Кто у нас там есть? Ой, господи. Да, немного чувашей. Ага. Угу. Вот, и татарский язык там. Но, кстати, там еще есть такой эффект, что, ну, грубо говоря, удмурты, которые проживают в Татарстане, они будут более щепетильно относиться и к удмуртскому языку. То есть это, в принципе, такой эффект, мне кажется, эффект и внутри Татарстана удмурты, но это одновременно эффект диаспоры и эффект вот примера того, что рядом есть татарский,
и как бы мы видим, что не только на русском можно говорить в России. В смысле, что они более щепетильно относятся, чем удмурты в Удмуртии? Да. То есть я вот это хочу сказать. Одновременно тут эффект диаспоры, не знаю, вернемся мы к этому или нет, что люди, которые вне как бы основного места этнического проживания, они часто относятся к своему языку более щепетильно, чем люди, которые там находятся, потому что у них есть возможность взглянуть на это со стороны, национальной ностальгии и все остальное. И это с мигрантами, кстати, абсолютно такая же картина происходит. Вот, и это с одной стороны, а с другой стороны вот пример того, что может другой еще язык развиваться, и мне кажется, еще в Поволжье этот эффект, он так расползается, то есть глядя на то, что происходит в Татарстане, чуваши, они тоже из-за этого растут, грубо говоря, а условно говоря, Хакасия находится далеко, и смотреть там особо не на кого, и поэтому там мало чего происходит в смысле языкового активизма. У меня вопрос, в общем, такой довольно практичный. Я просто хочу понять вот ситуацию с точки зрения человека, который мыслит крайне практически. Допустим, что я вот татарин. Например, меня зовут Ильдар. У меня есть сын, который идет в школу, ему нужно зачем-то учить татарский, а я такой очень практичный товарищ. Я начитался там про 7 навыков высокоэффективных людей, все такое. Ну вот, соответственно, инвестиции, как это все правильно вкладывать. И я не понимаю, зачем моему сыну тратить довольно много времени и сил на изучение того, что, скорее всего, в дальнейшей жизни не окупится. То есть мне как-то вот кажется, что это непрактично. Что вот вы могли бы сказать такому человеку? И есть ли сейчас вот что-то, что вы можете сказать таким людям? Наверное, очень толерантный. Перед вами татарин. Зачем ему? Вон еще одна татарчика сидит. На самом деле здесь есть две позиции у языковых активистов. Я увильну от вопроса. Что одно, это я мыслю себя категориями «сейчас приду и насажу», вот. Насажу, вот. И с автоматом в руке я заставлю всех говорить по-татарски. Может быть, мне в какой-то момент времени была близка даже такая идея. Сейчас я скорее, ну, отлично, это как бы твой выбор тоже. Ну, вот, как бы, а другая позиция — это что у человека есть свой собственный выбор, у этнического сообщества в целом есть свой собственный выбор. И, например, я сейчас скорее буду работать, если вот я слышу, что люди хотят что-то делать, но у них не очень получается, вот тогда я активно работаю. Я понял. А просто приходить и всех пинать, ну, такое, короче. Ну, просто в случае государственного активизма чаще всего получается, что как бы их компании, их акции, ну, в частности, там, в сфере образования, они касаются, в общем-то, всех людей, даже тех, кто как бы не сильно этого желает. Из-за чего как раз в Татарстане был вот этот шум, что те люди, которые этого не хотели, они в итоге это получили, и они думают, ну, зачем мы тратим на это время, а на русский язык меньше времени и так далее. И а тут, в принципе, мне стало казаться, глядя на вот языковой активизм, что одно дело у нас какая-то общий такие ряд политических мер, комплекс мер и так далее, это с одной стороны. А с другой стороны, если просто заставлять кого-то, то сверху, короче, языковой активизм как плохонько работает, на мой взгляд. То есть должна быть хорошая языковая политика, которая все это поддерживает, с одной стороны, а с другой стороны, вот в случае каких-то частных историй, я как-то больше верю в какой-то низовой, наверное, активизм. Ну так. Знаешь, что касается такой диктатуры языкового активиста, вы учите все малые языки, такой любопытный нюанс подмечаю. Как правило, считают, что большинство лингвистов, они за сохранение максимального разнообразия планеты. Ну, по-моему, это в целом действительно так. Но любопытный момент. Очень часто, когда лингвиста спрашивают, зачем же нужно сохранить эти малые языки, звучит такой аргумент, типа, вот, ну, это, значит, отображать многообразие мышления, это там ценнейший материал для исследований нам будет. То есть чисто о своей собственной профессии человек думает. Сырье для лингвиста. Да. Я вот, например, мне трудно представить, чтобы какой-нибудь этнограф серьезно где-то начал говорить, типа, а давайте вот мы будем препятствовать там распространению там медицины, образования, вообще всех благ цивилизации среди каких-нибудь народов, чтобы они, пожили, в общем, своей традиционной жизнью, и мы их продолжали изучать. Это сейчас звучит как расизм. А вот сохранение языков ради того, чтобы просто был материал или там некое многообразие мышления и культур, это, ну, скажем так, на голубом глазу многие наши ученые серьезно произносят, и вроде не только наши. Ну, тут такая штука, вот, что действительно один подход есть такой резервационный, что мы закроем людей, и пусть они там как-то существуют. Иногда, наверное, это имеет место быть. Вот. Я даже вот недавно столкнулся с тем, что я вполне сочувствую идее того, что говорят манси на этот счет. Но другая штука, что наоборот, давайте мы сделаем больницу
это вот есть сборник статей по там что-то Южная Америка, еще что-то такое. Вот. И наоборот, мы сделаем инфраструктуру, больницу и так далее на местном малом языке. Это, наоборот, очень крутой подход, что мы привносим цивилизацию, но при этом она как бы не полностью отображение нашего только мира, а наоборот, мы просто даем как бы примочку, возможность людям лечиться, но наоборот адаптируем ее под них. По-моему, вот это какие-то прекрасные случаи языкового активизма, но для России это не особо актуально, потому что у нас образование, медицина и так далее более-менее всюду проникло в той или иной степени. Вот. И как бы у нас получается, что вот эта вот все проникающая система образования, например, в Африке по-другому будут языки работать, в том числе потому, что у нас есть отдельные города, в которых говорят на, ну, Африка разная, но условно говоря. Вот, типа в городе говорим на французском, а есть еще деревни, в которых вполне говорят на своем языке, и как бы в школах, в том виде, в котором у них есть школа, говорят на этих языках. И получается, что там языки сосуществуют в разных вообще стратах, что ли. А у нас получается, что система образования всюду проникла, и она вот старательно нас русифицирует. То есть русский язык обязательно, а все остальные у нас по выбору. Вот как раз сейчас такое возникло. Собственно говоря, в этом и есть некоторая коллизия, что с одной стороны мы говорим, что мы не заставляем учить никакому языку, но русскому заставляем. И это на самом деле для образования сложно сказать, хорошо это или плохо. Вот есть замечательный исследователь чувашского языка в социуме, Эктор Алосы-Фонд. Вот, он говорит на эту тему, сказал замечательную вещь. Он говорит, ну вот у нас было там больше 10 лет обязательного изучения чувашского. И что? Вот, но многие... Я, кажется, тоже это читал. Да. Ну, просто обязательное изучение, оно, в принципе, ничего не дает, как бы, обычно. Оно просто вот заставляет что-то делать. Ну, как вот в школе обычно бывает, даже с языками каким-нибудь вроде немецкого и французского, что оно в итоге может чаще всего сказаться даже негативно, в частности того, что... То есть, мне кажется, тут это просто клубок проблем, связанных с образованием и так далее. Но вот эта вот система, которая выявила у нас несимметрии языков, она сама по себе как прецедент не очень хорошая. То есть, у нас получается русский обязательный, все остальные нет. То есть получается, что у нас вот о языковом каком-то разноправии сейчас сложно говорить. Ну а что делать? Сдавать ЕГЭ на разных языках? А почему нет? Ну как бы в мире вовсю... Сдаешь же иностранный язык, кто-то французский сдает, кто-то там испанский. Китайский вроде даже. У нас какие-то из языков можно сдавать, вот, но вообще в идеале, конечно, еще сдавать язык на этом языке, то есть чтобы я мог на любом языке России сдать любой предмет. Это очень страшно выглядит сейчас, но это как бы, надо об этом думать. Ну, вот уже на другой вопрос залез. Так, коротко комментарий по поводу резервации. Я сейчас опираюсь вообще на книгу Алпатова. Там он как раз сравнивает советский опыт с американским. У нас, в целом, у нас этими резервациями, как для американских индейцев, у нас в стране никогда особо не было. Вот. В Америке они, разумеется, были и остаются. И по статистике, как раз в резервациях, и если эти индейцы вообще хоть как-то общаются с внешним миром, разумеется, они общаются, покупают, быстрее язык теряется. То есть единственный способ создать именно еще адекватную резервацию — это изолировать их полностью, как каких-нибудь неконтактных индейцев. Как на андаманских странах, там есть неконтактные. Да, вот тогда действительно просто никакого другого языка нет, нужно на каком-то общаться, они общаются на своем. А резервация — это, в общем, не путь, и поэтому, кто предлагает так выводить. Вот у нас, причем, где у нас никогда не было, и не было никогда опыта у наших коренных народов в жизни в резервациях, это, выглядит как, опять же, какой-то, как зоопарк, знаете, как. Здесь тогда пример про манси, раз уж я про них заговорил. Вот мы были с ребятами в экспедиции мансийской, и там вот живут манси прям в тайге, такой достаточно удаленный от города. И там проблема, что приезжают всякие туристы, это рядом с перевалом Дятлова знаменитым. Вот, и проезжающие всякие туристы, а туристы есть разные, некоторые на вас похожи, а некоторые похожи очень на местных. Ну, может быть, такого как-то не было, а, допустим, как Арсений был. Короче, там такие бородатые хипстеры, нормально, в платьях бохо. Вот. Скорее на него. Платье бохо. Да. Я знаю, что такое платье бохо. Вот. Надеюсь, это не выглядит оскорбительно. Да. А есть как бы местные такие дядьки из ближайшего города, в котором практически градообразующее предприятие — это зона. Вот. Приезжает на стрёмном танке без башни, списанном, и спаивает местное население и устанавливает свои порядки. И вот хочется как-то в этом смысле сделать, не резервацию, но как-то ограничить их доступ. Вот. При том, что манси вообще зарабатывает. Скорее резервацию для дядек.
нужно усилить. Да, то есть, ну, например, ввести такое правило, что человек, который туда едет в качестве туриста, должен иметь сопровождающих антрополога, это была бы неплохая мера. То есть это не резервация, но какая-то попытка, потому что тот русский мир, с которым они сталкиваются, он не самый приятный. Это тот случай, когда русский мир... Да, русский мир, когда тут на тебя наступает, и ты, ну, он правда страшный. То есть я послушал, при мне не было никаких инцидентов, вот, но я послушал истории из разных уст, и это правда. Вот по поводу школ, какой вопрос. Ну, я не знаю, я сужу, может быть, по дискуссии каких-то странных людей. Возьмем, пример паблика «За разнообразие в мире языков». Я его читаю, но он просто отвратительный, потому что там какие-то, ну, в общем, новости, 80% новостей, новости такого типа. В каком-нибудь городе столько-то там учеников там правильно там сдали диктант по какому-нибудь языку. И просто вообще зачем эта информация, что она дает? И вот там все это преподносится, какие-то помпезные достижения, или там увеличили там на, не знаю, на 15 минут там обучение русскому языку в Латвии, там в школах, там неделю. Вот как раз вопрос по поводу вот, образования, всяких диктантов, то есть все, что касается обучению национального языка в школе. Почему так много людей за это цепляется? Мне кажется, что это, в общем, совершенно, ну не совершенно, это в значительной степени не важно. Вот может привести те же самые примеры, кто все мы там изучали какой-нибудь. Но английский, наверное, более-менее все мы нормально знаем, потому что мы его используем как-то. Да. А многие из нас изучали там немецкий, французский в школе, и далеко, ну не каждый как-то его вообще использовал за пределами этой школы. Язык знается очень пассивно, очень плохо, то есть, ну, отдельные там слова, может там проспрягать, просклонять что-то можно, но из владения языка не получается. Такого же уровня, который ты там можешь достичь, вот, поизучав несколько лет французский в школе, можешь достичь самостоятельно, там, вот, французский, финский за месяц, и то будет у тебя больше успеха, потому что просто все ты концентрированно делаешь. А здесь, получается, речь идет о том, что школьник изучает несколько лет, он какой-то чувашский, в итоге все равно он на нем ничего не может сказать, кроме каких-то отдельных фраз, там, досчитать до 10 и понять, что там может написано, какой-то надписи. Вот, но это вот количество часов учебных в школе по языку, какие-то вот эти там правильность диктантов, это преподносится как что-то очень важное. Почему много людей так за это цепляется? Может быть, вообще сделать обучение всем языкам для всех народов совершенно добровольно? Ну, ты, в общем-то, сам ответил на все свои вопросы. Очень приятно было вас послушать. Я, наверное, про разнообразие языков добавлю, что как раз мне нравится эта площадка. Ну, сейчас уже нет, но я долгое время, вот, года 3 я регулярно мониторил, что там происходит. Сокращается, кстати, эта площадка как примерно зря. Вот. За разнообразие языков. Вот, собственно говоря, для меня это было первой школой вообще языковой политики в каком-то смысле. Мне кажется, наоборот, они делают очень хорошее дело, что выкладывают все, что связано с языками. Как раз глядя на все это, у тебя и вырабатывается критическое мышление. И что? То есть ты сделал этот вывод, и ради этого стоило существовать площадки за разнообразие языков. Вообще, если про школьное образование, то, конечно, у нас просто так вышло, что это последний такой, вот как я про неравенство говорил, и здесь продолжу эту, наверное, тематику, вот, что это фактически последний оплот всей языковой политики. Языковая политика может быть очень разнонаправленной, и разные есть рычаги для того, чтобы всем этим как-то пытаться рулить. Вот. А у нас получается, что вот школьное образование это фактически единственное, что так или иначе у нас есть на языках. И поэтому вокруг нее столько всего. Это первое. Второе, это у нас русский язык довольно странно преподается в школах, и довольно странный к нему подход, это тотальный диктант, и все вот это. И то, что русский язык равно орфография. Ну, очень большой клубок проблем, связанных с русским языком. И как бы эта картина переносится еще и на свой язык. То есть, например, человек прекрасно говорит по-нанайски, ну, он носитель, он на нем разговаривает, все здорово. Но он, например, не умеет писать грамотно. И все, у него такое ощущение, что он не знает нанайского языка. И, там, или бурят. Довольно много бурят, которые хорошо говорят по-бурятски, но у них нет навыка писания. И вот кто-то там не так что-нибудь напишет, одну букву не ту по сингармонизму там поставит. И все такие, ой, здесь надо было по-другому, еще что-то отношение к языку. То есть не как к средству общения, а как к системе, которая тебя вот так вот долбит со всех сторон. Ты должен писать на ней диктанты. И, короче, это просто вот получается, что мы унаследовали от русского языка, хотя у большинства языков России, у них с орфографией попроще и так далее, у них часто младописьменные языки, там все довольно стройно.
Вот. И вообще, на мой взгляд, ну пиши как хочешь. Да. Вот, на главное, там, что понятно. своем языке, да. Это же основная функция языка. А многие люди боятся на удмуртском там, или на каком-нибудь своем языке написать в Инстаграме, потому что все налетят и начнут умничать. Ну вот в очередной раз подметим вредное влияние прескриптивизма вообще на все. Да. Но только если в русском языке это... Выпьем за прескриптивизм, Да, не чокаясь, не чокаясь. Да, против прескриптивизма. И в этом смысле школьное образование по языкам, несомненно, нужно разворачивать вообще в другую сторону. В сторону коммуникативных навыков, во-первых. Во-вторых, со многими языками, как бы вот малые языки, которые, например, там 70 лет назад, это были реальные языки, на которых разговаривали, а русского люди не знали. Вот. И как бы для этих языков изобретали буквари, как-то пытались эти языки изучить, и что вот человек говорящий приходит, и он заодно что-то узнает о теории своего языка, это в принципе прикольно. Но сейчас, когда человек наоборот не знает или плохо знает свой язык, и ему дают букварь, я не знаю, зачем букварь нужен на малом языке. Ну, серьезно, вот так вот. Ну, типа, у человека даже ну, это как бы вот вся беда образования, потому что я постоянно говорю, что сначала нужно, чтобы у человека возник вопрос, прежде чем он начал что-то изучать. Я вот 7-летний ребенок, мне дают букварь. На языке на этом я не говорю, я вижу какие-то закорючки. Есть такая рэп-группа «Читай букварь». Вот, видимо, надо послушать, тогда я, может, пойму. Вот, а тут получается вот это. Во-вторых, мне в младшей школе начинает что-то рассказывать о суффиксах, синонимах, антонимах. Человек в младшей школе, он воспринимает язык просто, если с ним говорить на этом языке. Да. Все, у человека еще инстинкт, там, то, что считают генеративисты и другие многие психолингвисты. У него еще инстинкт на усвоение языка. Просто говорите с ним на языке. В детском саду зачем нужны какие-то... Мне кажется, вот в детском саду вообще программы по изучению языка, в общем, не особо должно быть. Там сложная сама методика. В этом смысле там языковые гнезда, им довольно сложно работать. Просто психологически сложно и так далее, но как бы вот с ребенком нужно просто разговаривать на языке. Вот класса до 7-го, мне кажется, это вот универсальный способ решения. Вот, и поэтому, если вы еще не делаете так, то задумайтесь. Там был вопрос по поводу журнала. Да. Вот. Есть два журнала, Лоймус Эрипус и Ханты Ясен. Они издаются на мансийском и хантыйском соответственно. Они работали, да и работают дальше с соцсетями, но до определенного момента они выкладывали материалы в соцсети только на русском языке. Собственно, мы с ними вели переписку одно время, чтобы они размещали их и на русском, и на хантыйском, мансийском. Много проблем было у них, потому что какие-то знаки не отображались, хотя это исключительно была проблема, насколько я понимаю, одной машины в их редакции. Потому что отдельные статьи нормально появлялись, отдельные нет. В некоторых статьях была эта буква, в других статьях нет. И это основное СМИ, которое, ну, и почти единственное, которое на этих языках пишет, ну, насколько я знаю. И вот проблема с одной... В Ханты-Мансийском округе, потому что там есть и другие. И долго мы с ними боролись, у них все получилось, и теперь они выкладывают материалы на языках. Это хорошая новость. Плохая новость, то, что лайкают эти материалы в основном Даша Жорник, который занимается мансийским языком, иногда я. Вот. И сами по себе материалы, ну, честно говоря, скучные. То есть это еще к вопросу о контенте на языках, он очень странный часто. То есть он обусловлен какими-то такими вещами, ну типа там будут писать про какой-нибудь съезд, про какой-нибудь концерт, про какой-нибудь праздник, который прошел, а при том, что и про новости. Ну вот новости это очень странно вообще на языках, потому что новости в Яндексе меня достанут до того, как я еще включил компьютер. Вот, и поэтому, мне кажется, вообще нужно переосознать подход к тому, что же нам писать на языках. А на языках можно много выпускать хорошего, интересного контента. Напишите про себя, про людей. Какой-то авторский, скорее, сошел хорошо. Да, то есть расскажите, ну вот мы недавно собрались в Новгороде, у нас такая эпичная была тусовка, девушка-художник, мужчина-скультор, один парень из Габона, писатель молодой из Габона. Вот. И мы сидели, рассуждали на тему того, что же такое, какой же должен быть контент. Вот. Ну, вам это, наверное, и без меня известно, но я для себя открыл истину. Я просто несколько месяцев сидел и думал, и, наконец, вот в процессе обсуждения на арт-поляне в Новгороде я понял, что
контент должен быть новым для человека, который это читает. И причем, если мы ориентируемся на носителя, например, бурятского языка, то в значительной степени мы должны ориентироваться не на столичного хипстера-бурята. Вот мне, например, интересно, что это такое вот канал, например, Микитки или твой. Вот, мне это интересно, но если я подумаю, что же хочет почитать или посмотреть носитель мансийского языка, молодой, который в тайге, и, скорее всего, у него интересы будут другие. И когда я что-то создаю, я должен на него ориентироваться. В первую очередь на молодежь, если она говорит. Вот. А если не говорит, ну тогда, может быть, вообще силу направить не на контент, а на там, создание языковых гнезд, условно говоря. Контент должен быть интересный именно потребителю, мы должны хорошо себе представлять потребителя контента, что ему должно быть интересно, и тогда вперед. То есть вот поэтому мы активно говорим о бьюти-блогах в Инстаграме, о каких-то там, не знаю, видюхах, приколах и все такое, от чего мы немножко вот в столичных своих кругах поотвыкли. А вообще-то носители большинства языков по-прежнему лучше языковая среда сохраняется не в столицах регионов, а в какой-то сельской местности, и поэтому, может быть, если много таких носителей, нужно на них и опираться. Кстати, чеченские инстаграмы есть прекрасные про готовку еды. То есть вот да. Девушки-чеченки, которым в чеченской культуре часто не принято показывать людей, например, и так далее, они как выкручиваются, они делают очень красивые блоги про еду, там нет изображений людей, вот, и можно, то есть если хочешь сготовить какое-то интересное блюдо необычное, просто найди чеченский инстаграм. И чеченский, конкретную лексику про кулинарию, там, как продукты называются, ингредиенты. Да, вот это очень хорошая находка, и вот мне кажется, что работая над контентом, нужно по-настоящему задавать себе вот эти, честно задавать вопросы, кому же будет интересно то, что я понаписал или наснимал. Почему нет ресурсов, где бы можно было много в хорошем качестве слушать чего-то на языках России, и в том числе не просто вот видео, то есть, например, этим вы занимаетесь, а вот именно выкладывать материал из экспедиции и так далее. Почему этого не делается? Вот могу просто привести пример. Когда-то похожая ситуация была с русским фольклором. То есть очень часто можно было встретить такие комменты, еще там лет 5 назад, такие комменты, типа, какой толк в этих всех экспедициях, которые постоянно проходят, если народу не дают послушать всех этих песен, сказок, все это где-то пылится в каких-то хранилищах университетов, нет к этому доступа у простого человека. И потом, допустим, Александр Маточкин создал группу «Ладно, хорошо», где там сейчас уже несколько тысяч самых разных. Под облаками мне очень нравится. Это уже, наверное, чуть позднее. Я вот как-то в этом движе был, когда в школу заканчивал. Ну, под облаками это им года 2, наверное. Да, нет, это уже, значит, я уже вышел оттуда. Вот, но суть в том, что человек в ступе просто сделал паблик, куда за несколько лет не только своими собственными усилиями там всех энтузиастов выгрузили там тысячи произведений русского фольклора. И теперь вот так вот говорить уже, в общем, нельзя. Знаешь, просто типа, чел, ты не в курсе, ты не знаешь. Вот. Для как раз этнографических записей по языкам России, я так полагаю, до сих пор нет. Тут есть одновременно, во-первых, вопрос не ко мне, а вопрос к ученым, а ученые зададут вопрос этот еще дальше, что у нас в принципе научпоп, а как бы это у нас получается, что мы оказались в сфере такого научпопа, что это, грубо говоря, есть лингвисты, которые что-то записывают, и почему они развиваются только в науке и не взаимодействуют с обществом. То есть это такой более широкий вопрос. Это с одной стороны. Вот зато вы заполняете эту нишу. Вот есть другие люди, которые заполняют эту нишу. Я как бы из науки ушел, я даже не стал в магистратуру поступать. А может быть это и хорошо, на самом деле. Вот. Я тоже так считаю. Да, то есть нужно вовремя успеть уйти из науки всегда и заняться научпопом. Это правда прекрасная ниша, и которую вот просто можно посоветовать другим ее занимать, потому что некоторые, наоборот, языковые активисты пытаются что-то наукообразность какую-то изобрести, еще что-то. Да просто соберите, отсканируйте все материалы, которые есть, запилите сайт там за пару дней, короче, на современных движках и сделайте этот склад. Уже будет прогресс. То есть вот один парень, я лет 5 назад заинтересовался юкагирским, и есть прекрасный склад по юкагирскому языку, культуре и истории. Там типа 300, по-моему, наименований литературы. Обалденно, вот, сделал такое. Я вот по нанайскому языку такое поддерживаю. Но никто, по-моему, не сравнится с Андреем Чемышевым, который тысячи книг отсканировал. Причем отсканировал хорошо, с распознаванием и так далее. Он на эту тему еще мануалы заодно написал, как именно надо сканировать и так далее.
вот, и который просто хороший компьютерщик, он как бы не из мира лингвистики, но и попутно и в лингвистике довольно неплохо шарит. Вот, работает сейчас над корпусом марийского языка, и у него это обалденные библиотеки, которые вот можно сидеть, смотреть, читать. Я предлагаю так сделать. Очевидно, что все мы вместе знаем меньше, чем все, кто это видео посмотрит. Так что просто кидайте в комментарии вот какие-то группы, ну лучше вот ВКонтакте, в Фейсбуке может быть какие-то сообщества, где уже что-то похожее начали делать. Если какая-то нормальная подборка соберется, сделаем прикрепленный коммент, начнем форсить. Есть и еще одни научный какой-то, я все время забываю, центр в МГУ под руководством Казакевич Ольги Анатольевны. Вот, они как раз просто ездят сейчас и в экспедиции, и они очень удобно и красиво выкладывают свои как раз материалы в распознанном виде, то есть там есть и строка, что говорит, разбор этой строки, перевод и так далее. Но просто, мне кажется, это один из лучших проектов, который делает лингвисты, потому что часто они делают такие корпуса, которыми люди, простые пользователи, не умеют пользоваться. Но, правда, другой вопрос, зачем корпус простому пользователю? Где сейчас в России, и есть ли они вообще такие места, где до сих пор молодежь плохо говорит по-русски? Я подозреваю, что такое на Кавказе это должно быть. Ну, еще есть такое? Ну, во-первых, русский язык. Мы выйдем к тому, что такое русский язык, что такое плохое владение, потому что очень часто это региональные русские языки, например, там, условно, дагестанский русский. Ну, там, даже такое плохое владение, то, которое ты как носитель, тебе прям очень тяжело понять, что хочешь сказать вот так. Ну вот дагестанский русский, он часто с таким акцентом и так далее, но причем это не потому, что человек плохо на нем говорит, а просто потому, что там на таком русском говорят. Как бы считать это плохим владением или нет, вот буквально Плунгян недавно в своем интервью упоминал проект, который есть по русскому языку, на котором говорят в других этнических сообществах. Ну, то есть, грубо говоря, нанайцы говорят на немножко другом русском, в Хабаровске говорят на другом русском, то есть русские в Хабаровске говорят по-другому, чем русские в Москве и так далее. И тут... Ну вот, это вот немножко другое, что это? Ну, какие-то отличия, и причем это вот считать... Ну да, ну вот эти вот... Есть грамматика другая, синтаксис, произношение тоже есть, но... Ну, просодие, кстати, очень часто довольно яркое, то есть вот пока автостопом доедешь до Хабаровска, ты несколько раз по дороге сменишь просодию, если будешь активно мимикрировать под других людей. Вот, но такое, и то есть, ну просто сложно, для начала надо определить, что мы считаем тогда русским языком, это типа русский литературный язык современный, или что? Не, ну имеется в виду, что если просто люди в России, которые вообще не знают русского языка, вот ни в каком варианте даже. То есть с кем вот ты коммуницируешь и не получается. Ну, типа, да, вообще ну вот молодежь, вот мне кажется, что почти не будет такого. Опять же, напишите в комментарии, если это не так. Но мне кажется, даже в Дагестане, ну, по крайней мере, человек, который уже пошел в школу, ну вот до 7 лет человек может не знать. Вот манси до школы, ну вот я сам не знаю, но вроде бы не очень хорошо говорят по-русски. Вот, при том, что большая часть мансийского языка, молодежь наоборот вообще не знает мансийский язык. То есть тут получается такая редкая особенность у манси на севере Свердловской области. Вот. В Дагестане наверняка проблемы до школы, но вот если мы берем там 10, даже лучше там 14-16 лет, мне кажется, что такой ситуации не возникнет. В Латвии, собственно, на Украине, в Казахстане есть проблемы с русским языком, как считают некоторые русскоязычные живущие там граждане. Стоит ли там заниматься языковым активизмом? Не начнется это какая-то прям безумная война с местными языковыми активистами, которые поддерживают, соответственно, латышский, украинский и казахский? Здесь, мы, кажется, подошли к одному очень важному такому пункту, что языковой активизм, он не против какого-либо языка, он за какой-то язык. И мне кажется, что если к этому относиться, соответственно, то и проблем вообще не будет. То есть война на востоке Украины сейчас прекратится и все остальное. Ну, потому что если мне просто говорят, что отлично, знай русский, но еще знай эстонский,
Ну, как бы, а в чем проблема-то? Что, мне сложно эстонский выучить? Ну, это же здорово. Ну, многим сложно, вот в том-то и дело. Особенно кто в возрасте. Ну, да, ну, соответственно... И особенно, кто идеологически против. Вот, а тут тогда вопрос жесткой языковой политики сверху, что вот она не предполагает, что знай несколько языков, она тебя, ну, как бы она предполагает, что надо на человека надавить, и тогда он выучит, а это как бы так не работает. В этом смысле побольше, опять же, больше интересного контента, больше каких-то привилегий, а не, наоборот, угнетений и так далее. Ну, я смотрю на это так. Но это просто, может, заодно языковой активизм, гуманизм и другие некоторые идеологии внутри меня, они говорят о том, что надо делать вот таким образом. Вот. И если кто-то скажет, что вот... то есть, если запрещать говорить на каком-то языке, то это уже жесть. То есть, но такое, на самом деле, происходит не часто в современных развитых странах. Да, но опять же в обществе это по-разному поддерживается. То есть вот мне кажется, что существенная проблема для языков России, это у нас в России довольно активно развита глоттофобия. То есть у нас кажется, что вот можно говорить в России только на русском языке. Если кто-то говорит на другом языке, то это часто порицается, ну, в бытовом таком смысле. Вот, и это неприятно, то есть на эту тему нужно как-то еще работать с людьми, популяризировать, но причем популяризация языков у нас обычно подразумевается какие-то песни, пляски и костюмы, мне это не близко, а вот, например, фестиваль языков, которые мы, наверное, все любим тут, мне кажется, это прекрасный способ популяризировать и... Другое — это хороший контент на языке. Ну, как бы, не хочешь смотреть на бурятском, не смотри. Ну, блин, ребят, тут, короче, такой ролик вышел на бурятском. Я условно говоря, это совсем по-другому выглядит языковая политика в таком духе. И тогда ты не заставляешь там учить в школе еще что-то, а на уровне языковой политики, например, поддерживаешь блогеров, которые делают хороший контент на языке. Здорово, здорово. Ну, мой какой-то такой взгляд и на Эстонию одновременно, и на другие приграничные к нам страны. Я могу сказать про Эстонию. Давай. Я не буду других стран касаться, там сложной политической ситуации, но нельзя запретить говорить на языке, нельзя заставить говорить на языке. Но то, что вот в Прибалтике хотя бы не занимаются русским языком, они аудиторию теряют. То есть им может не нравиться русский язык, могут не нравиться русские, но стоило бы делать что-то для русских именно здесь, в Эстонии, там, Латвии или где-то еще. Потому что они таким образом теряют аудиторию, и аудитория идет к российским СМИ, к еще каким-то проявлениям, которые идут из-за границы, и это еще больше не нравится, и как бы конфликт только обостряется. Ну это вот то, что мы как раз обсуждали, так получается, за кадром немножечко, я приводил пример с Курдистаном турецким, что как раз получается там не было долгое время какого-то вот правительственного канала на курдском языке. В итоге просто они стали смотреть оппозиционные какие-то вещи, и правительство такое, ну давайте сделаем наконец на курдском, просто чтобы они уже не уходили в оппозицию. У меня сразу как бы следом идет вопрос, мы чуть-чуть затронули просто уже и фестиваль языков, и что есть вот такие песни, пляски, которые как бы не особо полезны. Он сейчас объявил уже этот год годом поддержки языков коренных народов. Вообще это что-то реально дает вот этим языкам? Что-то реально происходит или просто это бесполезные песни, пляски? Ну, совсем бесполезными сложно, конечно, назвать. Меня с укором посмотрят некоторые люди, но вообще это те люди, которых я считаю экспертами в этом вопросе, многие говорят, что перекос в сторону именно мероприятий, вообще я не очень понимаю, что такое, как мероприятия могут существенно изменить языковую обстановку. То есть такие разовые мероприятия. То есть может изменить какая-то планомерная комплексная деятельность. Я тебе объясню про мероприятия. Потому что я буквально вчера подумал об этом. Я работаю в культурном центре. Центр славянских культур. И по идее как раз распространение славянских языков в других странах в России это одна из задач. Все вот долбят, нужно много-много мероприятий делать. Меня тоже вот вынудили, просто там лекция у меня будет, я как-нибудь сделаю анонс у себя на работе. Вот просто вынудили меня сделать эту лекцию. Мол, ты работаешь у нас уже целый год, ты до сих пор сам еще не выступил. Это лингвист, странно. Потому что мероприятия, по ним очень легко оценить, скажем так, эффективность отдела. Вот. И, соответственно, чем больше мероприятий и чем больше посетителей, все, тем лучше это работает. А насколько это, лучше работает отдел, по мнению тех, кто проверяет. Мы все же государственное учреждение. Вот.
что это дает для какого-то улучшения реальной ситуации языковой? Оно скорее может привлечь каких-то новых людей, которые от этого были далеки. Ну, это такое одно из популяризаций, но на самом деле наоборот, на такие мероприятия, вот в частности посвященные году коренных языков, туда наоборот люди ездят, которые и так этим занимаются, и в общем-то рассказывают иногда о своем опыте как-то так обобщенно в виде каких-то наукообразных докладов, ну, может быть и хороших докладов, и это правда, часть докладов, которые я слышал, которые связаны были с годом коренных языков, они правда были хорошие, но мне кажется, что гораздо лучше это когда вот планомерно есть деятельность в каком-то конкретном селе, населенном пункте, там работают с языком, там есть результаты, которые измеряются, типа вот не знали язык, вот знает на уровне там А2 через год, например. И чтобы мне понять, как они работают, не на конференцию выдернуть человека, а приехать к ним туда. Вот, я приехал, посмотрел, как они делают, например, я то же самое хочу делать у себя в другом селе, в другом регионе. Вот, я приезжаю, смотрю, перенимаю какой-то опыт, с ними общаюсь, уезжаю и что-то дальше сею, что-то такое классное. Вот так должно работать, но отчитываться и все остальное, это нас система типа обязывает к чему-то. И, конечно, в этом смысле немного обидно за год коренных языков, что много чего могло бы под этим красивым названием пройти, не прошло. И вот у нас много стали говорить о фонде родных языков, который появился в этом году. И в значительной степени он направлен на выпуск учебников. Вот. А учебники как бы и так должны выпускаться, для этого есть какие-то другие институции, которые этим занимаются. Получается, что мы с помощью еще одной сущности. Еще одну организацию для того, чтобы делать то, да, что должна мы наплодили сущность, да. Вместо того, чтобы, например, поддержать реальных низовых языковых активистов, которые есть, которые на жутчайшем энтузиазме, они делают прекрасные вещи. Что за 20 лет путинской России хорошего произошло в языковой политике по сравнению с тем, что было в 90-е годы, что было в Советское время? Потому что у меня есть ощущение, что все какие-то новые законы, которые принимаются, в том числе вот этот последний, который все обсуждали, что теперь не обязательно... Что язык по выбору родителей. Да, язык по выбору родителей. Кстати, такой же самый закон был в 57-м, что ли, году, вот и тоже там. Это поменяло как-то языковую ситуацию с малыми языками в худшую сторону. Вот создает впечатление, что, в общем, с советского времени, даже вообще со сталинского времени, вот когда вот это, нет, даже не со сталинского, с 20-х годов, с 20-х годов ничего с середины 30-х, вот конец 20-х, да. Где-то 33-й, по-моему, Арктический комитет, коренизация, вот это да, все, и потом резко. Создается впечатление, что единственное, что хорошего произошло с середины 30-х годов, это что перестали дрючить как раз вот эти всякие малые народы в 70-х годах. Хорошо, что перестали. Да. Да, хорошо, что перестали. А вот что сейчас тут происходит? Почему? Такое ощущение, что все как-то хуже становится. Ну, нет, какие-то... Я бы сказал так, что это очень все разрозненно. То есть у нас нет, например, нормального какого-то законодательства, которое поддерживало языки России, хотя в Конституции об этом написано, что это прямая обязанность России развивать языки народов России. Вот. А дальше как бы не очень понятно. Законодательство какое-то в этом смысле федеральное, очень обтекаемое, и местное, кстати, тоже. То есть вот закон Карелии, если посмотреть о карельском и вепском языках, и финском, вот, то оно будет все в таком духе, что Карелия поддерживает еще что-то. То есть нет прямых на этот счет. Юристы говорят, что это очень мягкая форма, которая, в общем-то, не сильно к чему обязывает. Но у меня сразу возникает вопрос, а если бы, допустим, их вот эти вот языки, карельский, финский, вепский, если бы их признали в итоге официальным языком на территории Карелии, что бы поменялось? Ну, многие карельские активисты считают, что многое бы изменилось. Не знаю. Можно официальный язык на латинице. Да. Но можно посмотреть на другие республики. Ну вот во многих республиках он государственный. Ну вот, положа руку на сердце, я не могу сказать, что для многих это какой-то важный пунктик. Ну вот в Якутии, я просто немножко помониторил законодательство, в Якутии чуть более обязывающее законодательство вот, в отношении якутского и в отношении коренных языков, там их 4, по-моему, официально. Вот, и, соответственно, вот это законодательство, которое уже чуть-чуть на шаг вперед в смысле защиты родных языков. Что еще изменилось? Ну вот какие-то разовые такие отдельные меры. То есть где-то какая-то из республик подсуетилась, там есть люди, которым это важно, и вот они чего-то на уровне республики добиваются.
Вот. В частности, в Карелии появилось еще года нету медиацентр соответственно, карельского, финского и вепского языков. Вот. Он активно сейчас развивается, мы с ними пробуем сотрудничать, они такие очень открытые ко всему этому. Вот. И в целом это хороший, например, шаг, то есть, это, по-моему, региональные власти такие вещи решают. Вот в этом смысле сложно ответить прямо про путинскую Россию, потому что это подразумевается какая-то сразу федеральная, а это вопрос скорее такой спущен на местность, а уже на местности, насколько есть люди, для которых это важно, оказывается. Вот. И сложно сказать, то есть что делается. Наверное, я могу сказать, что... Все как слишком по-либертариански. Что-то хорошее происходит только на совсем низовом уровне. Да. Положительный момент есть. Самое очевидное. Дети перестали учиться по учебникам, изданным в СССР. Никаких колхозов, совхозов, Ленина и прочего. Есть новые учебники. Какой от них толк, это отдельный вопрос, конечно, если он в принципе, но старых книг в школах нет. Да, то есть получается общая система, когда у нас там учебникам не больше 5 лет, еще что-то такое, то есть все это мотивирует развиваться, и причем, как минимум, люди из этнических сообществ часто получают зарплату за то, что занимаются своим языком, например, будучи учителем, будучи тем, будет всем, но другой вопрос, что это, как любые государственные учреждения, не очень активно развивается. И, например, частные курсы, которые вынуждены выживать, и не научил ты чувашскому языку, значит, прогорел, они развиваются семимильными шагами. Я реально сейчас пример провожу, мне очень нравится, что делают чувашские активисты. Это все компания вокруг Александра Блинова существует, и он, в частности, делает учебники, которые апробируют в чувашских школах в Чебоксарах, и то есть он, будучи человеком немножко со стороны, он мотивирует развиваться и заодно бюджетную сферу, то есть он делает учебники, он работает с учителями, которые преподают чувашский и так далее, и это такой, получается, локомотив. Если эта система не чувствует подпитки, то она развивается медленно. Но получается, что все-таки люди, по крайней мере, занимаясь своими языками, они часто находят себе бюджетную работу. И это тоже, какая-никакая поддержка языков получается. И она вот сейчас есть, а раньше было с этим хуже. Что еще Путин хорошего сделал? То есть в Советском Союзе оставалась среда, где язык мог жить. Потом при Ельцине она почти сгинула, а сейчас их купили за язык фактически. Да. Слушай, если я скажу купили за язык, на всех посадят или не знаю. В Советском Союзе у коренных народов оставалась социальная среда более-менее поддерживаемая властью. И кормили коренные народы, не давали голодать, и многие даже бросали свои стада. То есть их старались вовлечь в общесоветское какое-то пространство. Да. Может быть, в этом и не так много гуманизма было, скорее вот какая-то такая цель. Да. Но там оставалось сообщество, в котором мог жить язык дальше. После развала Советского Союза при Ельцине появились голодные времена, и, соответственно, эта социальная среда распалась. А при Путине уже обратно пошло финансирование, но среды создано не было. То есть социальное обеспечение вернули, а про язык забыли. Ну да. Ты про рулевки смеешься? Ну ладно. Ну смотрите, тоже... Это мы оправдываем просто, потому что сказать больше, особенно по существу, сложно. Оправдание путинского режима. Легко. Прекрасно Россия будущее, это статья будет. Вот вы сказали, что какие-то все хорошие вещи, в общем, они происходят на региональном уровне, каждый кто-то подсуетился. Если у нас сейчас полностью, представьте такую ситуацию, если у нас полностью отменится какая-то единая программа языковой политики на государственном уровне, все перейдет в регионы. К чему это потенциально могло бы привести? Мне кажется, ты сейчас описал существующую ситуацию, что у нас фактически языковой политики сформулированной особенно нету. И вопрос, регионы решайте, а каждому региону язык — это большая проблема, на него нужны деньги. Вот, и проще этим особо не заниматься или так, вскользь отмазался. Смотри, на мой взгляд, в регионах нельзя по-жесткому ущемить русский язык, если ты вдруг захочешь. Например, опять же, к образованию вернемся. У нас есть учебники, которые издаются по всем предметам, включая русский язык, и каждый учебник проходит федеральную экспертизу, утверждается, все здорово.
А в регионе у нас, например, там типа 36 языков еще, ну или там 12, я про Дагестан. Мы должны, значит, выпустить линейки по 12 языкам, а лучше не одну, а несколько линеек. Ну, на мой взгляд, несколько линеек по каждому языку должны быть просто, чтобы учитель мог выбирать. И то есть вот типа там больше десятка языков, по каждому из них несколько линеек, а экспертиза стоит денег и не маленьких. То есть это, и это все оплачивает регион. Зачем региону нужна такая проблема? То есть на уровне региона проще, наоборот, эту проблему как раз не решать. То есть в этом смысле, если мы хотим какую-то серьезную поддержку родных языков, ну, языков народов России, то нужно как раз вопрос пусть решает регион, но регион нужно как-то к этому обязать, например. То есть это вот как раз та вещь, которую можно обязывать. Я вообще не часто за то, чтобы чему-то обязывать, но вот эта вещь, правда, регион, получается, он в таком уязвимом состоянии, что это вроде как его проблема. Ну, потому что если он не решит, никто не решит. Да, ну, такое вот. Но это касается, опять же, образования. А что касается других рычагов, там, языковой политики, то... Ну, на самом деле, мнение о том, что у нас нет сформулированной языковой политики, это не только мое. Ну, то есть многие языковые активисты и какие-то националисты, которые есть в регионах, они считают, что вот у нас есть осознанная политика русификации. Я с этим скорее бы спорил. Мне кажется, что у нас нет какой-то осознанной языковой политики, и об этом говорят некоторые эксперты. Могу пруф какой-нибудь прикрепить. Вот. Но у нас получается, что из-за того, что нет осознанной языковой политики, у нас получается, что побеждает сила. А сила в данном случае это большой язык, который побеждает слабые языки. И получается, что формально нет языковой политики, а де-факто это все равно получается какая-то политика в сторону русского языка. Ну, потому что нет поддержки слабых, грубо говоря. Ну, такое. У меня вопрос по поводу прекрасной России будущего. Вообще, может ли быть такая ситуация, что будет вообще полный вывод всех языков России из-под угрозы исчезновения? Это вообще возможная вещь или это прям утопия? За людский язык сейчас ответит Родион. В великой прекрасной России алеутский будет вторым государственным. Прекрасно. Давайте за это выпьем. Выпьем же за это. У меня есть такая некоторая позиция, что вот совсем малые языки, особенно если на них не говорит уже подрастающее поколение, ну вот сложно что-то по поводу них сказать. Вот нанайский язык, например, до конца верить, что сейчас можно что-то сделать. Ну то есть я с удовольствием большим приложу к этому все усилия, которые смогу, условно говоря. И много людей, которые тоже готовы на это. Вот, но... Сказать, что мы вот ему можем обеспечить устойчивое существование, это сложно. Но когда я рассказываю об нанайском языке, людям становится жалко нанайский язык, другие языки умирающие становятся жалко, а бурятский не очень жалко. Ну, потому что он вроде живет и живет. Вот. Но когда я говорю, что механизмы те же самые, и вот нам сейчас жалко нанайский, а потом скоро станет жалко бурятский. В этом смысле какой-то рационализм подсказывает, что в великой России будущего будет языковое разнообразие, хотя часть языков мы, несомненно, потеряем. Вот. И языки сейчас теряются, то есть и недавно орочский язык был признан мертвым, и этот процесс происходит. И так или иначе мы будем с этим сталкиваться. Даже иногда какие-то совсем маленькие языки пожираются языками побольше, как мы с вами говорили. И, в общем, хочется, конечно, чтобы языковое разнообразие было, и чем больше языков в этом будет участвовать, тем лучше. А за все сегодняшние языки, конечно, иллюзий на этот счет нет. Просто в этой сфере такой возникает вопрос, а стоит ли, допустим, больше усилий приложить для сохранения какого-то одного языка, который там, скорее всего, выживет, чем пытаться спасать какого-то безнадежного больного? Мне иногда на этот счет говорят мои знакомые языковые активисты, что типа я занимался нанайским, и вот к бурятскому присматривался. Мне говорят: о, здорово, вот бурятский язык, это очень здорово, потому что там очень разрозненный тоже такой языковой активизм, ему не хватает какой-то осознания возможностей, а возможности там очень большие. Вот, и тут я вдруг занялся мансийским, и у меня такие...
потому что еще один маленький язык. Вот, но это касается просто выбора человека, но на самом деле таких вот парней типа нас не так много. То есть, как правило, языковые активисты, они радеют за свои собственные языки. Вот, и тогда им предложить спасать какой-то другой язык, но это немножко странная затея. Хотя и здесь есть такой момент, что вот, например, есть ульчский язык, который довольно близок к нанайскому языку, ну, то есть, наверное, как украинский и белорусский, вот какая-то такая близость. Ну, там такой, можно даже это назвать большим таким диалектным континуумом от удыгейского и до ультинского языка, ну, при желании. Вот, и вот, соответственно, я про нанайский язык довольно здорово рассказывал, что вот давайте его там что-нибудь с ним делать и так далее. И сидели ульчи. Вот, и они говорят, ой, это, конечно, здорово. По ульчскому бы языку что-то такое придумать. Я говорю, ну давайте займитесь нанайским, ну потом просто немножко, если получится, будете еще и ульчским заниматься. Они такие, мы ульчи, зачем нам нанайский? Вот, в таком духе, вот, и в этом смысле хочется иногда подсказать. Но тут опять же разные решения есть. Есть большие языки, даже противоположные позиции есть у языковых активистов. Некоторые говорят, что надо везде насаждать литературную норму. Вот, что типа надо говорить везде на казанском, татарском, а не на том, вот на чем у вас там в Нижегородской области разговаривают. Вот, и в какой-то момент мы с ребятами даже рассуждали на тему там пантунгусского языка, там еще что-то такое. Сейчас я скорее думаю наоборот, что если у тебя вот есть возможность перенять язык твоих бабушки и дедушки, это вот первое, что нужно сделать, вот, а совсем не думать при этом про норму какую-то, как в Казани говорят и так далее. Вот локальный язык, на котором вы говорите, опять же, как это связано с системой образования, потому что учебники-то у нас одни, а много-то учебников не сделаешь. Вот, и когда преподают языковую норму, которая отличается от того, на чем здесь говорят, это реальный пример, например, венкийского языка, да и многих других. Ребенку взрывается мозг в итоге. Да, что, то есть типа в школе одно, у родителей другое. Да, и он говорит на русском. И в итоге он говорит на русском, да. Да, и вот это тоже проблема, как бы, то есть она немножко не так, как ты ее сформулировал, но вот, пожалуйста, тебе такие примеры. Вот, и мне кажется, что очень здорово говорить на том языке, вот, которому ты здесь можешь обучиться, на котором рядом с тобой могут говорить люди, вот самое здоровское. В общем, Маш, мотай на ус. Самое лучшее, что ты можешь сделать, это говорить со своей бабушкой по-татарски. Она сама его почти не помнит. Только некоторые слова. Ну, может быть, с друзьями найти себе заодно друзей, кучу всякие разговорные клубы найти какие-нибудь, да. Да, по татарскому языку есть в Москве, всякое такое. Ты у нас любитель разговорных клубов. Чтобы четко ответить на этот вопрос, нужно понимать цели. Если люди, какое-то сообщество хотят сохранить альтернативу русскому, то им имеет смысл учить развивать большой язык. Если не какие-то другие цели, там корни, еще что-то бабушка говорила, то тут уже как бы у каждого свое. Верно. И именно идея сохранения какого-то крупного языка в ущерб маленьким, это, наверное, такая прагматическая идея, как бы мы не русские, мы кто-то еще. Но это опять же и здесь уже политические вопросы, а скорее не языковые. Они могут говорить хоть на французском, и мне кажется, им все равно будет. Вот важное, не то что важное, просто любопытное к месту комментарий. Вот когда мы с тобой готовились к стриму с Мардиналом про языковую политику, помнишь, что ты, когда изучал языковую политику Китая, ты обратил внимание, что там куча каких-то вот мелких есть диалектов? Ну просто что там, да, есть вот даже у как бы китайского такого, то есть если даже не брать все остальные там народы и все остальные группы, даже у китайского основного там куча мелких диалектов и всего прочего, и из-за того, что у тебя нет какой-то вот собственной эмоциональной привязки, ты такой, у тебя возникает вот такой прагматический, такой в тебе просыпается чувачок, который говорит, да ну всех к чертям. Да, то есть, зачем? Сложно же. Для тебя это каким-то открытием стало. Я, в общем, так до этого думал. Вот кто-то в комментариях, вот когда объявили анонс, то, что будет вот эта беседа, значит, кто-то написал, что типа интересует лингвистов всякий мусор, но имеется в виду, что вот эти малые языки. Кто-то там вообще предложил типа забанить фашиста. Друзья, ну вот это такой момент, что просто у нас есть какая-то эмоциональная историческая привязка, допустим, вот мы жалеем, там исчезает ижорский язык, там исчезает какой-то еще, то, что мы знаем, что это вот феномен в европейской части России, там культурно как-то это интересно, значимо и так далее. Если вы ничего не знали о вот таком-то языке, таком диалекте, вы бы с куда большей степенью согласились, что, ну не то, что это мусор, это оценка, в том, что вот просто это разнообразие, а нужно ли оно вот настолько разнообразие. То есть здесь тоже вот, нужно чуть такой психологический момент. Ну да, и плюс еще возникает такой момент, а не препятствуем ли мы какому-то естественному ходу событий, то есть, не знаю,
2000 лет назад не было никакого языкового активизма, там как-то вот все эти языки существовали, которых сейчас, в общем-то, нет, и как бы что... Но тогда и глобализации не было. Вот обычно о чем говорят люди, которые про... Но она была в локальном формате, там, Римская империя. Да, пожалуйста. Но как бы получалось, что-то где-то появлялось, что-то где-то исчезало, а мы сейчас как бы все оказываемся вовлечены, и эти процессы прям довольно быстрыми шагами идут. То есть здесь об этом речь, что раньше всегда умирали какие-то одни языки, появлялись другие, и это был какой-то там баланс, плюс-минус. Вот. А сейчас, я почему вообще этим занимаюсь? Потому что сейчас, с одной стороны, как раз языковое разнообразие готово очень быстро скатиться вот по этой вот горочке, а с другой стороны, только недавно люди, ну буквально там десятки лет, не больше, осознали, что языковое разнообразие — это как бы самоценность такая. И получается, что мы вот находимся на пересечении этих двух кривых. Вот, то есть потом люди будут, скорее всего, осознавать это еще больше, что мы, вот, что мы потеряли, тот мир. Вот, а языки уже к тому времени довольно сильно исчезнут. И вот мы сейчас, ну, вот поэтому я здесь и сейчас этим занимаюсь. Вот вас, вот за вашу конкретную деятельность, вас обвиняли в том, что вы там потакаете национализмом? Ой, меня в русофобии нередко обвиняли, но я обычно как-то от этого ухожу, например, контрвопросами типа «расскажи-ка мне ты, пожалуйста, о русской культуре». Вот. А в русскую культуру я так или иначе вовлечен. У меня дочка ходит в фольклорную группу, жена шьет прекрасные русские костюмы новгородской традиции и так далее. Вот. Но тут вообще такой интересный вопрос про национализм и языковой активизм. И у нас у самих разногласия большие, в частности, в нашей компании. Потому что, с одной стороны, национализм, он подпитывает твою самосознание твое, и оно может быть как раз связано дальше с языком, хотя и не обязательно. И получается, что если я остро чувствую, что я, например, удмурт, то, скорее всего, я буду развивать удмуртский язык и всячески все удмуртское. Вот. Но с другой стороны, получается, что русский, который находится рядом со мной, он, скорее всего, будет чувствовать от меня какие-то негативные вибрации. И русские в Удмуртии, если в Удмуртии будет критическое большое число удмуртов, русские в Удмуртии себя будут неловко чувствовать. Они такие, а удмурты идут во власть, а нас заставляют учить удмуртский и так далее. И поэтому национализм, он как бы двояко выступит. И, собственно говоря, вот то, что ты говоришь, там, или в Татарстане это активно очень чувствуется, что вот все татары за татарский язык, но заодно еще давайте развивать татарский национализм. А в ответ русские в Татарстане тоже развивают национализм, и в пику им не учат татарский язык, например. И в этом смысле многие, кто пытается конструировать вот сосуществование языков в обществе, они говорят, что необходимо, чтобы в обществе произошел переход от связки, что язык связан с этносом, к связке язык связан с территорией. То есть, если я живу в Республике Татарстан, то я говорю по-татарски. И это не связано с национализмом, как ты видишь. Национализм из этой парадигмы я вытащил. Ну, не только я, там, грубо говоря, люди, которые также считают. И получается, что для России, для большинства ее регионов, в которых русские большинство, ну, за исключением нескольких, буквально там Тува, Чечня и что-нибудь еще, даже в Татарстане примерно пополам, если не ошибаюсь, или Башкортостан, где там треть, вот, башкиры, татары и русские. Вот, получается, что для большинства регионов стратегия национализма невыгодная. Есть же пример, который тоже очень любят либертарианцы, не в связи с языковой политикой, конечно, а в связи просто с политикой, это Швейцария. Вот, где, по идее, что мы имеем? Мы имеем государство, где живут разные этносы, достаточно националистически держатся, но при этом они прекрасно себя чувствуют. Там вот хорошо это с территории бьется, да. Все-таки там кантоны вот эти, и все, то есть там достаточно хорошо это как раз коррелирует с территорией. Ну и, грубо говоря, у нас, ну у них получается все-таки ну там немецкий посильнее. Ну да, вот я как раз хотел прокомментировать, что, ну или может ты что-то лучше скажешь, что многим людям, которые говорят о языковой политике, обращаются к теме Швейцарии, им кажется, там прям все идеально равноправие, там все это романский, немецкий, французский, итальянский там на одном уровне находится. Но все равно, да, действительно, немецкий там превалирует. Но, по-моему, все равно такое
такое распределение языков, оно коррелирует с тем, сколько просто носителей этого языка существует. Я не знаю, сколько носителей ретро-романского, но предполагаю, что немного в Швейцарии по сравнению Ну, с просто немцами. это имеет значение на конкретных территориях. В принципе, та же история, например, с баскским языком, что, в частности, допустим, в стране басков понятно, что он там на всей территории, он более-менее официальный. Но дальше есть соседняя Наварра, где они только на севере находятся, а на юге их не особо много. И получается так, что там уже разделяется на более мелкие административные единицы, где баскский язык будет официальным. У нас тут получается, то есть мы как раз недавно обсуждали, что у нас есть два таких момента: территория и как бы люди. Да. И вот получается, что если у нас как-то неравномерно распределены по территории и так далее, то должно быть тогда полное равноправие в рамках каждой микротерритории. Вот. А если у нас все-таки что-то давлеющее, ну, в примере со Швейцарией как раз нету официально ничего давлеющего. Ну, просто немецкий просто из-за того, что он больше носителей. Но с точки зрения официального равноправия у них там, в общем-то, оно, насколько я понимаю, полностью официальное равноправие. А в России мы уже обсуждали, что с самого начала заложено, что у нас русский — это государственный язык на территории России. И как бы это равноправие дальше может как бы усугубляться или не усугубляться. Это уже другой вопрос. Но получается, оно с самого начала заложено, поэтому мы уже сталкиваемся с этой проблемой. Вот. Ну и дальше уже вот как-то нужно тогда связывать скорее с территориями, чем с национальностью, потому что это просто, я уже говорил, невыгодная стратегия. У нас вообще есть, кстати, такая практика, чтобы не какая-то республика, не какая-то область, а вот как конкретный какой-то район или конкретная группа районов, в них язык был бы официальным, а в каких-то других районах того же субъекта нет? Ну, у нас же были Усть-Ордынский автономный, а теперь не автономный, вот, Агинский, Коми-Пермяцкий, пожалуйста, который тоже перестал. Ну, Нет, Ханты-Мансийский он по-прежнему ХМАО. Я имею в виду, типа он в Тюменской области, но там сложно, да. Да, а вот в Пермском крае, вот, пожалуйста, это фактически район. Ну, то есть, там уже получается, насколько я понимаю, просто группа районов, где вот Коми-Пермяцкий, которые раньше был вот этот округ, но сейчас там сохраняется в качестве официального языка. И там, на самом деле, какая-то сейчас, по-моему, происходит централизация, в связи с которой некоторые активисты выражают свое мнение негативное к происходящему, насколько я знаю. Есть, например, Нанайский район, но нанайский язык, насколько я знаю, у него нет при этом какого-то принципиально определяющего статуса в связи с этим, вот, но, например, там в школах нанайский язык активно преподается, а не в Нанайском районе, соответственно, нет. Вот, то есть, в принципе, такое бывает у районов. Вот. И Венкийский район тоже, или как он? Округ, наверное, Венкийский. Простите меня, Венки. Я хотел бы один комментарий по поводу вот этой связки этнос-язык, потому что часто, вот лично, на мой взгляд, это приобретает такие формы в активизме именно, что какой-то язык должна учить именно вот эта этническая группа. Допустим, удмурты должны учить удмуртский. И порой за бортом этого активизма оказываются люди других этносов, которые хотят изучать этот язык. Или не ведется систематическая работа, именно адресованная людям другого этноса. И это, мне кажется, пагубно влияет. Тут еще такой даже момент, что учи удмуртский язык, а заодно веди жизнь как настоящий удмурт, или там, типа, будь настоящим калмыком, ты обязательно еще должен быть буддизм, патриархальный уклад семьи и так далее. И я очень скептически на это смотрю, потому что, во-первых, не всякий калмык захочет быть таким калмыком, которым ему предлагают, или калмычкой тем более. Вот, это во-первых. А во-вторых, вопрос про русского в Калмыкии. А я что тогда? Почему мне вообще нужно знать калмыцкий язык? Как-то вот непродуманно. Зачем это мне? Вот. И в этом смысле у нас какая-то такая вот позиция, что хорошо бы, чтобы, если ты относишься к такому-то этносу, то говори, если можешь, на этом языке. Вот. Но если ты не относишься к этому этносу, тоже старайся говорить, знать и так далее этот язык. Вот эта проблема, что национализм, в том числе поддержка языка, она тянет за собой еще и культурные какие-то вещи, которые, может быть, не всем носителям хотелось разделять, она, по-моему, актуальна для всех, может быть, националистов, в том числе для русского. То есть сколько есть дискуссий, типа, если ты русский националист, обязан ты быть православным? Русский, значит, православный. Да. А здесь я по-другому вопрос задам. Если ты русский, ты должен ходить в русском традиционном костюме и
играть на традиционных русских народных инструментах. Ну, я играю. Ходить в баню там, и на так выходные. далее. Но вот большинство же русских не. Нет. Вот, и этот вопрос как бы можно переложить на языки и народы России. И многие сейчас удивятся, что эта сцепка, в общем-то, не обязательна. Ну, как бы неплохо, да, кому-то очень нравится своя культура, это прекрасно. То есть я всеми буду руками за, ну, а процент таких людей небольшой, но из-за того, что все остальные смотрят, что это жесткая какая-то связка, они такие, а мне это не нравится, и перестают говорить на языке заодно. Ладно, друзья, наша беседа уже подходит к концу. Обращаясь к зрителям, если вы одобряете то, чем я занимаюсь, чем занимается Арсений, подписывайтесь на наши патреоны, становитесь нашими патронами, а также подписывайтесь на паблик «Страна языков». Ссылки на все будут в описании. Всем спасибо. Вам тоже спасибо, что пришли. Давай.